Всем привет! Сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусные зеленые помидоры в томатном соке. Здесь у меня зеленые помидоры. Сейчас я отрежу у них плодоножку и нарежу дольками. Чеснок, острый перец и петрушку я измельчу с помощью блендера. Здесь чеснока у меня 150 грамм, петрушки 50 грамм, а острый перец берите по вкусу. Для этого рецепта понадобится 3 литра томатного сока, я пропустил через соковыжималку. Но если у вас нет, можно пропустить через мясорубку или через блендер. Добавляю я теперь сюда 2 столовые ложки соли и добавляю 200 грамм сахара. Теперь добавляю я сюда специи. И специи я использую гвоздики 4 штуки, перец горошком штук 20 и перец горошком душистый 6 штук. Теперь я сюда добавляю уже измельченную петрушку и острый перец. Добавляем сюда, и нам осталось сюда добавить зеленые помидоры. Зеленых помидор я в этом рецепте использую в чистом виде 3,5 килограмма. Нарезал я их дольками, и теперь отправляем все это в кастрюлю. И отправляем кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Зеленые помидоры в томатном соке у меня закипели, и теперь я огонь делаю минимальный и будем варить 15-20 минут. Все зависит от того, какие у вас зеленые помидоры. Нам надо, чтобы они остались целыми. Прошло мне 15 минут, крышкой помидоры я не накрываю, и теперь добавляем сюда измельченный с помощью блендера чеснок. И слегка вот так перемешиваю, теперь добавляю сразу же сюда 50 мл 9% уксуса, и буду варить еще 3 минуты. Прошло у меня 3 минуты, и зеленые помидоры в томатном соке у меня готовы. Теперь по банкам. Банки я, как всегда, помыл с содой, простерилизовал их и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. Теперь заполняем банки зелеными помидорами. Сразу же добавляем сюда сок. Нам надо равномерно распределить зеленые помидоры по банкам, а потом сверху их залить соком. И таким образом заполняем банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. На выходе у меня получилось 3 двухлитровые банки очень вкусных зеленых помидор в собственном и томатном соку на зиму. Теперь обязательно переворачиваем их на крышки и укутываем до полного остывания. А потом убираем в погреб или храним в прохладном месте в квартире. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.